Главные новости этого дня. Несчастье произошло с известным певцом Валерием Леонтьевым. На данный момент Валерий Яковлевич дает гастрольный тур по крупным городам Российской Федерации, посвященный 50-летию творческой карьеры Валерия Леонтьева. Накануне вечером чрезвычайное событие произошло в городе Тольятти. Валерий Леонтьев, находясь прямо на музыкальной сцене во время концерта, потерял сознание и упал, в результате чего произошел перелом плеча. Валерий Леонтьев был госпитализирован, ближайшие концерты артиста пока отменены. Сегодняшний день объявлен большим трауром в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. В 10:00 по местному времени на Веденеевском кладбище столицы проводили в последний путь двух членов антикоррупционного комитета, трагически ушедших из жизни несколько дней назад, сыновей известных актеров Василия и Игоря Ливанова. Молодые артисты, сыновья известных актеров, героически погибли несколько дней назад при исполнении служебных обязанностей. Они сопровождали важный поезд в районе города Севастополя, однако в момент сопровождения подверглись нападению. Сотрудники антикоррупционного комитета выразили глубокие соболезнования Василию и Игорю Ливанову. Печально закончилось для Полины Гагариной увлечение экзотическими животными. В последнее время у известных российских артистов появилась мода заводить экзотических домашних животных, однако в некоторых случаях это приводит к печальным последствиям. Полина Гагарина решила перещеголять своих коллег по цеху и поселила у себя в двухэтажной квартире-пентхаусе домашнего верблюда. Однако подобное хобби не принесло Полине Гагариной ничего хорошего, кроме колоссальных проблем, психических и физических травм. Дикий верблюд, не привыкший к домашней обстановке, сначала проломил стену к соседям Полины Гагариной, а после нанес тяжелую травму самой певице, в результате чего Полина Гагарина была госпитализирована. По данным прессы, дикого верблюда отдадут в зоопарк. Помимо этого, Полине Гагариной придется выплатить многомиллионную компенсацию своим соседям. Актер Сергей Жигунов нанес серьезную травму постороннему человеку во время съемок исторического фильма. По сценарию фильма, съемки которого происходили в городе Сочи, Сергей Жигунов должен был стрелять в противника из боевого пистолета. Пока по непонятной причине пистолет был действительно заряжен боевыми патронами, в результате действий Сергея Жигунова посторонний человек, который находился около съемок фильма, получил серьезное ранение. Он был госпитализирован. Причины печального события выясняются. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает чрезвычайную новость, которая произошла в городе Москве. Сегодня утром неизвестные преступники предприняли штурм центрального офиса антикоррупционного комитета. Они попытались ворваться в офис организации. Преступники были вооружены, действовали четко и слаженно. Основной удар приняли на себя дежурные по антикоррупционному комитету, которые находились на данный момент в офисе организации. Это актер Алексей Нилов, Алексей Кравченко и Михаил Половцев. Помимо этого, очень своевременно действовала и охрана антикоррупционного комитета, бывшие участники спецоперации. Благодаря оперативным действиям преступников удалось задержать. Никто из членов комитета и охраны не пострадали. В результате первого допроса, который произошел несколько часов назад, стало известно, что преступление было заказным. Виновники происшествия указали как одного из заказчика преступления мать Ксении Собчак Людмилы Нарусовой, у которой есть давние счеты с командой Никиты Михалкова. Как считает начальник Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, основная цель нападения – это навести панику в рядах сотрудников антикоррупционного комитета, а также изъять важные документы у антикоррупционной деятельности.
Никита Сергеевич Михалков и товарищ Бастрыкин считают, что заказчиками преступления могут быть не только Людмила Нарусова, но и другие крупные чиновники, которые являются недоброжелателями антикоррупционного комитета. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Пресс-служба организации сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. За минувший день ушли из жизни две известных публичных личности из мира шоу-бизнеса и культуры. Скончался поэт-песенник Дмитрий Сухарев, который является автором песни «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит». Дмитрий Сухарев ушел из жизни в возрасте 95 лет. Надо отметить, что премьера фильма «Москва слезам не верит» состоялась в декабре 1979 года, а песня «Александра» стала очень популярной среди народа. Еще одна невосполнимая потеря в мире культуры и телевидения. На 53-м году ушел из жизни шеф-повар и ведущий программы НТВ Алексей Зимин. Алексей Зимин известен широкому зрителю как ведущий авторской программы на телеканале НТВ. Программа выходила несколько лет назад. Причиной смерти телеведущего стала сердечная недостаточность. Центральные СМИ сообщают о большой трагедии в жизни известного советского и российского певца, гитариста, композитора Владимира Кузьмина. Несколько дней назад трагически погиб сын известного музыканта Анатолий Кузьмин. Анатолий Кузьмин был не только молодым артистом, но и профессиональным спортсменом. Он серьезно занимался водным видом спорта под названием дайвинг. Трагедия произошла во время соревнований по дайвингу в районе Багамских островов. По данным местной прессы, сын Владимира Кузьмина Анатолий утонул. Молодому человеку, сыну Владимира Кузьмина, на момент трагедии было всего 37 лет. Отметим, что это уже не первая трагедия в жизни Владимира Кузьмина за последний год. Несколько месяцев назад в результате тяжелого заболевания скончалась внучка Владимира Кузьмина. Второй заместитель антикоррупционного комитета, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов через несколько дней направляется в город Астрахань и Челябинск. Андрей Ремович Белоусов во время поездки будет защищать интересы антикоррупционного комитета, общаться с местными жителями и отвечать на вопросы. Помимо этого, в данных городах пройдет антикоррупционная проверка. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.